Всем привет с острова Крит. Мы снова на острове. Последний раз мы были здесь 3 месяца назад. На моем канале есть несколько видео с этой поездки. И этих 10 дней, что мы там были, нам не хватило. Мы подумали, хорошо бы приехать в этом году еще раз. Что мы и сделали. На этот раз мы купили относительно дешевые авиабилеты, забронировали апартаменты на букинге и заранее забронировали автомобиль. Машину мы уже только что в аэропорту взяли и сейчас направляемся на юго-восток Крита. Это район восточней города Иерапетра. Район нам хорошо знаком. Несколько раз там останавливались, в основном в поселке Макриелос. На этот раз мы остановимся в другом месте. Об этом я скажу позднее. А сейчас по дороге у нас запланированы 2 остановки. Одна в поселке Истра, мы хотим там пообедать. И вторая остановка в городе Иерапетра, мы заедем в супермаркет, чтобы закупить продуктов. На самом деле мы сделали 3 остановки. И самой первой была остановка у монастыря Айос Георгиус Селинари. Мы никогда не проезжаем мимо этого монастыря, когда путешествуем по востоку Крита. Заранее хочу извиниться за качество видео. В эту поездку у моей камеры сбились настройки, и она стала жить своей жизнью. То меняет экспозицию, то не фокусируется где надо, и я это поздно заметил. В общем, не кидайте тапками. Я подумал, что контент будет поважнее качества, и оставил явно бракованные кадры. Вот мы заехали в поселок Истра и собираемся пообедать в какой-нибудь таверне. Через 400 метров вы прибудете в пункт назначения. Название у таверны непростое. Мама Лукья и Лацета. Заказали греческий салат, сардины и мусаку. Принесли сардины. Ну, не густо. Порция маленькая. Мусака выглядит вот так. Ну, вот такой комплимент у нас. Итого итоги по таверне. Сардины. Сардины были вкусные. Их было мало, и
овощегриль, которые к ним были в качестве гарнира, были очень жесткие. Мусака хороша. Был помимо слоя баклажан, слой цукини и пышный довольно-таки соус бешамель сверху. Заплатили мы 33,50 евро. Честно говоря, второй раз в эту таверну мы вряд ли бы вернулись. Таверна с некоторой претензией на что-то большее, чем обыкновенная таверна. Мальчики-официанты в униформе, кстати, меня сразу насторожили. Наш опыт говорит о том, что таких таверн на Крите надо избегать. Претензии на что-то большее, а в итоге до высокой кухни как до луны, а духа традиционной греческой таверны уже нет. В общем, ни то, ни сё. Ну а мы едем дальше. Следующая остановка Ирапетра, супермаркет. Мы заехали в супермаркет Синка в Ирапетре. Будем покупать продукты на все 7 дней пребывания нашего на Крите. Так, помидоры 1,75, огурцы 1,18, есть помидоры по 1,25 и по 2,29. Покупка 6 бутылок 1,98 Зарос, Самария 1,75. Самарию возьмем тогда, наверное, да? Так, йогурты, фета. Ну вот 200-граммовые по 1,46 есть, даже есть по 3,22, по 3,10. 400-граммовых по 5 с копейками, 5,99, 5,79. Покупаем оливки и фету на развес. But it's not off. Okay, it's okay. I got just to taste. Okay. Так, гравьера по 15,98, есть по 17,36. Вот такой по 15 возьмем. Есть еще по 12,59. Any problems? No, it's okay. Так, оливковое масло. Терракрета есть со скидкой 20%. Пол-литровая будет стоить 7,23. Так вот еще цены. Пол-литровая 14, 12. Ну, есть наша Нутрия 6,31. Так, смотрим пиво. Так, Мифос за 6 баночек. Маленькие? Да, это маленькие. Это 8 баночек. 6,18. А вот 4 банки есть за 5,51. В общем, закупились Синки на 97 евро. Синка нам показалась получше магазином, чем Халкидакис. Здесь меньше людей, больший выбор и очень приятный обслуживающий персонал. Ну а теперь мы едем в наши апартаменты. Они находятся, не доезжая поселка Макриелос. Это место называется Ахлия. Точнее, это даже пляж Ахлия. Там, в общем-то, и не поселок. На этом пляже расположено несколько апартаментов. Мы были много раз на этом пляже. Это один из наших любимых мест. И мы как-то так мечтали пожить какое-то время в одном из этих апартаментов прямо на пляже.
Ну, вроде бы как наши желания исполняются. Так что едем, посмотрим. В этот раз мы решили провести на Крите 7 дней ленивого отдыха. Мы решили никуда не ездить, много купаться, загорать, вкусно есть, наслаждаться релаксом, ничего не деланием. Тем более, что место, куда мы едем, ко всему этому должно располагать. Ну вот мы добрались до наших апартаментов, быстро разобрали вещи, хотим еще сходить на пляж, пока не стемнело. Сейчас быстренький обзор апартаментов, в которых мы оказались. Вот это вход в наши апартаменты. Здесь можно приятно посидеть. Дальше идет такое веранда, патио, как угодно можно назвать. Здесь большой стол со стульями. Можно приготовить барбекю. Поворачиваюсь назад. Там виднеется пляж Ахлия. А сейчас заходим в апартаменты. Вещи мы уже по-быстрому раскидали. Значит, слева у нас кухонный уголок. Сразу же, когда заходишь. Здесь мойка. Здесь плита, сори. Большой холодильник. Здесь двуспальная кровать. Это мы уже собрали сумку для пляжа. Напротив кровати столик, и здесь много подарков от хозяев отеля. Это виноград, фрукты, здесь какой-то кекс, бутылка белого вина. Здесь у нас раки. Это красное вино, это наше. Все остальное это было здесь уже до нас. Так, идем дальше. Здесь вторая небольшая комната с двумя спальными местами. Мы здесь ее как кладовка будем, наверное, использовать. И слева ванная комната. Здесь умывальник, душ, унитаз, на стене телевизор, и мы снова попадаем в большую комнату и выходим на террасу. Таня готова уже идти на пляж. 6 часов вечера, а народу еще полно, по-моему. Ну что, очень тепло. Вода, наверное, теплая. Ну да. Ну вот она, вечерняя Ахлия. Наконец-то мы искупались в этом теплом море. Не забудьте поставить лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Продолжение в следующем выпуске. Всем пока!